Добрейшего времени суток, дорогие зрители, зрительницы и их родители. С вами дедушка Вейслендер, это Fallout Mods, и сегодня вас ждет совершенно нетипичный для нас выпуск. Как вы все, наверное, знаете, может быть заметили, в мире бушует пандемия, и очень большая часть населения сидит по домам. И многим дома нечем заняться, поэтому я поскреб свою лысеющую голову и решил составить для вас пару списков с фильмами на тематику постапокалипсиса, вышедшими до 2000 года, которую вы, возможно, не видели. Не обещаю шедевров, но мне было их смотреть в свое время любопытно, поэтому без лишних слов давайте приступим. Мне нужно вернуться в Атланту. Там находится группа врачей, последние выжившие. И наш топ-10 откроет фильм «Киборг» 1989 года с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. Не сказать, чтобы я был его сильным фанатом, я про фильм и Ван Дамма, но картина смотрибельна. В фильме нас встретит постапокалиптическая Америка 21 века. По сути, это роуд-муви, в котором Ван Дамм сопровождает кибертетю в надежде на создание лекарства от новой чумы. Почему же стоит посмотреть этот фильм? Отличный главзлодей и его прихвостни, абсолютно отлетевшие персонажи, за действиями которых весьма весело наблюдать. Также при создании этой картины очень постарались художники-гримеры. Ну и под сам фильм подобран действительно неплохой саундтрек. Рекомендую к просмотру всем, кому скучновато по вечерам. Посмотреть на молодого Ван Дамма никогда не поздно. Девятое место с конца встречает нас с фильмом «Человек Омега» 1971 года. Многие из вас, дорогие зрители, наверняка смотрели фильм «Я легенда» с Уиллом Смоттом. Это уже была третья экранизация книги Ричарда Мэттисона. В случае со второй экранизацией, о которой сейчас идет речь, она, на мой взгляд, самая смотрибельная. Хотя, естественно, многие спецэффекты выглядят в современности весьма наивно, что ли. Также хочется отметить, что данная кинокартина максимально далекая от первоисточника. Даже вариант с Уиллом Смоттом был поближе. Но это не делает ее хуже. Атмосфера картины вытягивает. Ощущение, что герой остался совсем-совсем один и нет вообще нигде других людей, очень затягивает. И если кто не в курсе, то весь сюжет крутится вокруг вируса, частично уничтожившего, частично превратившего в монстров все человечество. Главный герой берет от жизни все днем и ночью прячется от жутких мутантов у себя дома. В целом весьма смотрибельно, если, конечно, вы нормально относитесь к театральным переигрываниям Чарльстона Хестона прямиком из 70-х. Это, если что, тот самый чувак, который играл в «Планете обезьян» самый первый. Семья. Восьмое место нашего топа занимает фильм «Мальвиль» 1981 года. История о небольшом, даже не знаю как назвать. Для замка слишком круто, для родового поместья слишком мало. В общем, история о небольшой коммуне, людей, переживших ядерную войну в средневековой постройке. Сама кинокартина является экранизацией одноименного романа Роберта Мерля. И является, может, и не слишком буква в букву, но схожей по духу адаптацией. В фильме маленькое общество борется сначала с голодом, потом с малым количеством женского пола, а затем и со свихнувшимся клерком и его последователями. Из-за года выпуска картина смотрится, может быть, слегка наивно сейчас, но могу сказать, что актеры все равно выкладываются на все 146%. Эту картину стоит посмотреть тем, кто любит безнадегу, но с легким проблеском надежды. В целом, отличный фильм, жаль только качество картинки на сегодняшний день не слишком хорошее. Если вас не пугает зернистое изображение, то крайне рекомендую к просмотру. Людей осталось крайне мало, но я не могу позволить тебе жить. От тебя происходят все наши несчастья. Седьмое место занимает весьма серьезная картина под названием «На следующий день» 1983 года выпуска. Насколько я знаю, эта картина присутствовала даже в советском мире, потому что в ней нет ничего про капитализмус и всякое такое, зато очень сурово и серьезно показана тема выживания людей после ядерного обмена.
Притом надо отметить, что первая половина фильма покажет нам, скажем так, подготовку к бомбежке. Общую атмосферу паники и паранойи, которая слегка перекликается с тем, что я вижу на улицах, честно сказать, и сейчас. Ну а вторая половина — это грязь, разрушение общества, отсутствие какой-либо адекватной помощи от государства. В общем, полный набор жути, который желательно посмотреть всем господам, кто считает, что при наступлении апокалипсиса они будут гонять на машине как Безумный Макс и быть самыми крутыми на районе. На самом деле именно этот фильм, ну и наверное еще «Письма мертвого человека», в мои 18 лет отвратили меня от романтики постапокалипсиса. Да притом настолько, что даже читать легкие боевики в жанре я уже не мог. Подавайте мне исключительно чернуху, приближенную к реалиям. Личное впечатление, конечно, портит очень плохое качество картины. Нигде в сети найти в нормальном разрешении фильм я так и не смог. Но все равно рекомендую к просмотру всем, кто интересуется темой постапокалипсиса и выживания после этого апокалипсиса обычного человека, а не Супермена. Шестое место займет более позитивная кинокартина под названием «Радиоактивные грезы» 1985 года. Если прошлый фильм был реальной чернухой, то этот фильм прямо является воплощением обратного. Это на самом деле позитивная трэшовая кинокартина, которая показывает, как два ребенка, выросших в бункере и начитавшихся дешевых бульварных романов про детективов, пытаются разыскать своих отцов на пустошах постъядерной Америки. Здесь и амазонки, и мутанты, и киборги, и в целом мир весьма забавный. Неплохой саундтрек и грамотная работа гримеров прямиком из середины 80-х присутствует. Меня лично очень порадовала стилистика главных персонажей под 50-е и 60-е. Чем-то даже мне это напомнило Fallout атмосферой. Серьезным данное кино не назвать, но если себя нечем занять и хочется порофлить от весьма странных персонажей до их действий, то настоятельно рекомендую вам к просмотру данный фильм. Пятое место нашего сегодняшнего рейтинга взял фильм «Черри 2000». Правда, год выпуска не 2000, а 1987. Данная картина повествует о очень странной любви человека к машине, которая в самом начале фильма ломается при весьма тупых обстоятельствах. Под машиной я подразумеваю робо-тетку. И в итоге мужчина ради своей любимой робо-женщины готов практически на все. Даже бросить свой привычный образ жизни в безопасной зоне, чтобы отправиться вместе с проводником, кстати, реальной женщиной, за запчастями для своей, по сути, секс-куклы. Что могу хорошего сказать про кино? Очень много локаций, и все разные. Все персонажи тоже разные. Некоторые вещи, конечно, смотрятся слишком странными, на мой взгляд, но в целом картина, как видеорядом, так и музыкой, да и самой атмосферой, вполне себе задает жару. Эдакое очередное род-муви с легкой ноткой размышлений главного героя на тему, что лучше, Роберты или люди. Пересмотрел этот фильм как раз перед съемкой данного обзора и, в принципе, могу порекомендовать всем. Даже если будет скучновато, вам что сейчас, есть чем заняться, кроме работы и лежания? Четвертое место занимает фильм с названием «Железяка. Голова робота. Марк 13» 1990 года выпуска. Могу сразу сказать, что картина, на мой взгляд, весьма артхаусна, очень неспешно, но лично мне понравилась. Сюжет повествует о сталкере, который ищет всякий хлам в запретных радиоактивных зонах разрушенного войной мира. Однажды он находит голову боевого робота в песке и не придумывает ничего лучше, чем отнести ее своей подруге в город. Подруга, к слову, является художницей по металлу, скульптором, можно сказать. И эта голова ей пригодилась бы для очередной инсталляции. Вот только никто не ожидал, что чудо-робот умеет восстанавливаться из одной только головы, используя подручные средства. Фильм, на мой взгляд, максимально смотрибельный. Эстетика всего вокруг, сам мир, второстепенные персонажи — все это очень интересно. Также кинокартину сопровождает отличный саундтрек и хорошая работа со спецэффектами для того времени. Настоятельно рекомендую к просмотру.
Третье место нашего топа занимает уже чистой воды артхаус, деликатесы или мясная лавка 1991 года выпуска. Что можно сказать о данной картине хорошего? Присутствует весьма любопытная манера съемки, некоторая камерность. Также отлично играют актеры. В самом фильме толком не объяснено, что случилось с миром и как он докатился до состояния, в котором находится. Главный герой просто проездом оказывается в мясной лавке, в которой откуда-то всегда есть свежее мясо, которое, естественно, все нахваливают. Ну, думаю, дальше вы понимаете, что будет, поэтому спойлерить сюжетец не буду. В целом картина и сейчас смотрится неплохо. Музыкальное сопровождение странное, но не выбивается. В музыке присутствует весьма странная love story, но это вы сможете увидеть сами. Рекомендую к просмотру, если хотите задумчивого и странного, но отчасти смешного трешака. Второе место занимает кинокартина «Крикуны» 1995 года. В моем детстве у каждого была ВХС-кассета с данным фильмом. Сейчас, думаю, актуальность фильма уже погребена под пеплом. По сути, данный фильм — это вольная экранизация повести Филиппа Дика «Вторая модель». И, наверное, это один из немногих раз, когда экранизация получилась интереснее первоисточника. Сюжет повествует о борьбе двух мегакорпораций за очень нужные Земле ресурсы на далекой планете с использованием роботов под названием «Крикуны». В самом фильме вас ждут ожидаемые, но все равно любопытные твисты. Отличная, как на мой взгляд, игра актеров и довольно неплохие для того времени декорации со спецэффектами. Сюжет незамысловат, но смотрится с интересом даже сейчас. Очень радует присутствие актера Питера Уэллера, который, к слову, играл многими любимого старого Робокопа. Настоятельно рекомендую ознакомиться, если этого еще не сделали. Очень атмосферное и весьма мрачное кинцо. Ну и первое место сегодня у нас займет один из лучших трэшовых фильмов по теме, как на мой взгляд, под названием «Шестиструнный самурай» 1998 года. Сюжетец, конечно, простой, но очень необычный. После войны в конце 50-х мир находился на грани коллапса. Пустоши потихоньку захватывали жизненное пространство, когда пришел король, он же Элвис Пресли, и устроил рай на земле в городе Нью-Вегас. Но так уж случилось, что король не вечен, и теперь Вегасу нужен новый король. В город со всех концов абсолютно безумных пустошей стекаются рок-музыканты ему на замену. Всему этому пытается помешать сама смерть, которая считает, что хэви-метал круче рока. В фильме присутствует отличнейший саундтрек группы «Красные Элвисы» и очень много разных забавных ситуаций, не считая довольно неплохих для своего крошечного бюджета кадров, где главный герой раздает вражинам на орехи. Могу также отметить, что сам фильм по сути трэш и стёб над всеми другими постапокалиптическими картинами того времени, отчего смотрится еще забавнее. Ну и да, в картине даже есть советские оккупанты, чьи разговоры и субтитры к ним весьма смешно друг в друга не попадают. Настоятельно рекомендую к просмотру этот фильм. И даже если вам не сразу зайдет, пересильте себя и попробуйте словить ту дозу лузов, что я ловлю каждый раз, пересматривая данный фильм. Ну что ж, первый топ-10 мы закрываем. Если вам было интересно и понравился формат, дорогие зрители, обязательно пишите об этом в комментариях. Также, если вам вдруг захочется какой-то такой же формат, но про литературу в жанре постапокалипсис, пишите об этом в комментариях. Задумка есть, но непонятно, будет ли вам это интересно. Не забывайте ставить лайки и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А с вами был Вейслендер. Оставайтесь ради вашего же здоровья дома. Не болейте, всем удачи, всем пока.